Всем привет, на связи Харьков. Алекс Моторный сегодня приготовил для вас новую порцию интересной информации, новостей, непосредственно связанных с городом Харьковом. С вас лайк под видео и подписка на канал. А с меня различная достоверная информация о жизни города Харькова и харьковчан. Друзья, напишите в комментариях, нужны ли вам такие видео на канале, стоит ли и дальше знакомить вас обо всем, что происходит в городе Харькове. В Харькове устранили последствия массированной атаки Российской Федерации 25 декабря. Мэр города Харькова Игорь Терехов сообщил, что жилые дома восстановили и подали энерго-, тепло-, водоснабжение. Кроме того, мэр сообщил об обустройстве общественных остановок укрытиями. По его словам, сейчас есть 14 обустроенных укрытиями остановок во всех районах Харькова. И если появится потребность, город готов мгновенно их строить еще. Друзья, кадры, которые вы сейчас видите, сняты в первых числах января 2025 года. 5 января по Харькову нанесены удары БПЛА типа «Молния». Один из ударов нанесен по границе Салтовского и Киевского районов. В результате повреждена крыша частного дома, забор и автомобиль. Второй удар был нанесен в тот же день около 16 часов в Холодногорском районе города. Попадание пришлось в крышу административного здания одного из предприятий. Информация о пострадавших не поступала. Несмотря на обстрелы, на эти страшные обстоятельства, жизнь в городе продолжается. В 2024 году заработал детский сад в метро и открылась первая подземная школа. Предприятия отстраиваются, разрушенные кафе снова открываются. Население города все еще превышает 1 миллион. В 2024 году снова начали работать фонтаны. Театры дают спектакли в бомбоубежищах, а к Рождеству и Новому году центр засиял яркими огнями праздничных инсталляций. За прошедший 2024 год Харьков был обстрелян 318 раз. Город обстреливался ракетами, бомбами, дронами. 94 погибших, среди которых 3 дети. 1108 раненых, среди которых 62 ребенка. 2062 часа длилась тревога в Харьковской области с начала 2024 года, и это рекордный показатель среди областей, если считать часы. В днях это 140 дней. В 2024 году в Харьковской области было на 28% больше воздушных тревог, чем в 2023 и на 36%, чем в 2022. В течение 9 из 12 месяцев 2024 года Харьковская область занимала первое место по Украине по количеству тревог. Большинство приходилось на март, сентябрь и октябрь. Чаще всего их объявляли по понедельникам и вторникам. Вообще, 2024 год был для Харькова полон потерь. Начался ушедший год с серии мощных обстрелов центра города, Салтовки, поселка Жуковского. В 2024 году Российская Федерация впервые начала бить по Харькову управляемыми авиабомбами. Всего месяц назад эти удары удалось минимизировать. По данным Харьковской областной военной администрации, 170 российских управляемых бомб попали по Харькову в течение 2024 года. От этого вида вооружения погибли 50 человек. Не менее 10 авиабомб попали непосредственно в жилые дома. За год в Харькове восстановили 71 поврежденную россиянами многоэтажку. Продолжаются работы еще в 88 домах. Также есть информация о завершении строительства противорадиационного укрытия на территории учреждения общего среднего образования.
Капремонт продолжается в 2 школах и 2 медучреждениях города. А в новом 2025 году в Харькове планируют восстановить 160 многоквартирных жилых домов, а также построить первый в Украине подземный садик. В 2025 году харьковчанам, да и не только им, придется затянуть пояса покрепче. Налоговая нагрузка вырастет, а минимальная зарплата и прожиточный минимум нет. Но в городе остается бесплатный общественный транспорт, появятся подземные школы и больница. В ближайшие 25 лет в Харьковском горсовете планируют изменить систему движения по дорогам города. Чиновники обещают сделать все остановки доступными маломобильным людям, построить метро на Рогань и в аэропорт и организовать выделенные полосы для общественного транспорта. В горсовете не отказываются от идеи построить станцию метро «Одесская». Но есть одна большая проблема метрополитена – полностью изношенный подвижной состав. Его планируют также постепенно менять, начиная уже с 2025 года, при условии, что события в Украине и мире будут развиваться по оптимистическому сценарию. По пессимистическому сценарию разработчиков ситуация в Харькове стабилизируется с 2027 года, а оптимистический вариант предполагает, что это произойдет еще раньше, уже в новом 2025 году, и тогда можно будет реформировать и расширять транспортную систему. А пока в Харькове подсчитано количество аптек, супермаркетов, торговых центров, работающих во время войны. По состоянию на конец декабря 2024 года Харьков обслуживает более 6 тысяч предприятий, в частности магазины, аптеки, рестораны, торговые центры. В Харькове работают 530 аптек, 18 гипермаркетов, 242 супермаркета, 46 торговых центров, 141 зоомагазин, 53 ветеринарные клиники. Также в городе работает 48 рынков и торговых площадок. В Харькове снова требуют убрать памятник Владимиру Высоцкому, который расположен возле уничтоженного российской ракетой Дворца спорта. Активисты «Деколонизация Украина» уже повторно обращаются в городской совет с требованием демонтажа этого монумента. Также активисты «Деколонизация Украина» предлагают переименовать в Харькове еще 9 улиц и проспектов. Это улица Академика Павлова, улица Гаршина, проспект Жуковского, проспект Академика Курчатова, улица Зубарева, улица 23 августа, улица Веснина, улица Рудика и улица Бучмы. А еще в Харькове планируют сохранить стелу «Звезда». Согласно выводам Института национальной памяти, в Харькове звезду решили не демонтировать. Еще есть такая интересная информация: количество переселенцев в Харькове продолжает расти. Так, по состоянию на 1 января 2025 года зарегистрировано 203 600 ВПО, что на 3000 больше, чем в октябре 2024 года.
Если кому-то интересна данная информация, то в период с 26 декабря по 1 января в Харькове родилось 54 ребенка. Среди новорожденных 32 мальчика и 22 девочки. Всего с начала войны в Харькове появилось на свет 7145 детей. А вот так сегодня выглядит знаменитый рынок Барабашова в городе Харькове. Ряды, где были ткани и фурнитура. А вот так в Харькове на новогодние и рождественские праздники выглядит привокзальная площадь. И еще немного атмосферы праздничного Харькова. Это те кадры, которые я еще не показывал в предыдущих видео на канале. Ну а 6 января в Харькове отпраздновали Крещение Господне, которое завершает длительный цикл рождественских праздников. Одна из самых ярких традиций крещения – ныряние в прорубь. В Саржином Яру собралось несколько желающих для ныряния в ледяную купель, а также праздник крещения прошел в Удянском гидропарке и в Лугопарке на сортировке.